Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня уже 29 января 2023. Мне говорят: Олег Ильич, вы говорите 23 год. Типа, что ж это такое? Ну, вот, давайте полностью называть. 29 января 29.01.2023, если так лучше. Так вот, с чего начнем? Что ситуация в мире среди крупных западных стран, уже про другие даже не говорим, которые являются союзниками, такие, скажем, как та же Бразилия, там, или тот же Египет, или тот же Китай, там, уже не говоря про Северную Корею, там, Никарагуа, Кубу и так далее, Беларусь, которая является участником агрессии против Украины. Про этих Венесуэлу, про этих не говорим. То есть мы уже должны говорить про западные страны. Ну и, естественно, для нас колоссально важно то, что происходит в Соединенных Штатах, потому что уже 23-й год, и постепенно у них уже начинается президентская выборная кампания. Как известно, республиканцы контролируют полностью Нижнюю палату Верховного Совета, причем ее контролируют так называемые правые, такие очень серьезные, уже как бы радикальные консерваторы, если можно так, кокус этот, представители кокуса. Вот. Ну и по сути Маккарти это такой человек, который очень жестко настроен по поводу дальнейшего финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов. И лидером сегодня у республиканцев, надо четко уже говорить, один лидер есть, это Трамп. Все, больше лидеров у них нет. И Трамп заявил, очень серьезнейшее уже сделал заявление. Во-первых, он делал заявление несколько дней назад, когда Байден принял решение о том, чтобы 31 поставить танк, ну когда там, как говорится, как это, после дождичка в четверг на сухую пятницу, Абрамсы, там их ждать и ждать, и к ним надо соответствующее оснащение, обучение, ну и прочее, прочее, прочее. Так вот, Трамп выступил очень против этого поставок, так? Плюс он все время заявляет, что надо прекратить огонь и надо начинать вести какие-то переговоры. И заявляет, что когда он был президентом, если бы он остался, то войны не было. А теперь вот последовала его новая. Вот это уже не просто он там в соцсети своей выступил, Трасс там и так далее. А это уже публичное заявление. Он начал публичную президентскую кампанию. И в своем первом выступлении в Нью-Гэмпшире он заявил следующее, что это первое его выступление в 2024 году. Это Нью-Йорк Пост опубликовала. Впервые выступая на мероприятии, с момента объявления он заявил, помните, что он будет в президентской гонке, а сейчас были проведены, я вам рассказывал, уже социсследования, и Трамп уже обгоняет, ну немножко, но обгоняет уже на 3 или 4% этого, как он называется, Байдена. Ну, Байден это уже мумия, это уже чистый экземпляр, уже экспонат из этих музея восковых фигур, вот этой мадам Тюссо. Он там и будет стоять, он уже там стоит вместе со своей вице-президентшей, так что тут все понятно. И вот он заявил, что США при Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом. Вот вдумайтесь в эти слова. Далее он заявил, что у руководства Демократической партии в Соединенных Штатах Америки, заявляет Трамп публично на своем первом этом встрече, находятся радикальные левые, многие из которых марксисты и коммунисты. Слышите? Это чрезвычайно важное заявление. Ну, основная масса плебса, конечно, на этих евразийских просторах, она вообще этого не понимает. Но я обращаюсь к тем, которые меня смотрят, думают и так далее. То есть, что это означает? Что, по сути, будет зачистка всего левого, сгнившего, социалистического, коммунистического, марксистского
так сказать, слоя в Соединенных Штатах Америки. И уже научно-технические, технологические компании, вот эти большие, они уже это почувствовали. То есть Илон Маск, он выбил из-под этого системы одну из опор, забрав Твиттер. То есть Твиттер перестал обслуживать коммунистическо-социалистическое лобби США. Это только начало. Уже серьезно закачалась вот эта вся Facebook и прочие Цукербергеры. Но это начало. То есть постепенно они подбираются к другим всем. То есть к Ютубу, к Сереже Брину, к Пейджу, к этим всем SEO-индусам и прочим. Гуглу. Поэтому практически что это будет означать? Это прорыв, это будет уничтожена монополия. Это будет абсолютно совершенно другая мировая, очень открытая система информации. То есть в Украине Зеленский и его бригада, она наоборот вводит гитлеровско-сталинскую цензуру и диктатуру строит. А в мире хаос развивается. И Трамп, он возглавил эту всю систему. Все идет к тому, что он станет президентом. Ну, не будем иллюзий питать, это понятно. Готова Украина вот к этому? Зеленский, Ермак, Шмигаль, там вот этот, как он, министр обороны, которого не уволили, в отставку сам не ушел. Готовы к этому? Там Маркарова какая-то сидит послом. Этот Пышный. То есть мне пишут, что вот он был согласован и назначен в результате как человек Международного валютного фонда и так далее. Ну, значит, Наталка Ереська там поработала, Яценюк там поработал. Но это ж ничего не даст. То есть мы фактически, Украина выпадает сейчас из мирового тренда. Тренд один, а Украина движется в другом направлении. То есть я так понимаю, что практически начнется сейчас процесс импичмента Байдена. Байден, конечно, не выдержит, он не в тех как бы кондициях, чтобы это все выдержать, ни он, ни его, так сказать, окружение ближайшее. Ну и все. Но про эту женщину, которая там типа вице-президент, это вообще, как говорится, даже смешно говорить. Поэтому в Нижней палате Конгресса начнут сейчас делать эти слушания и принимать решения. Более того, мы должны четко понимать еще важную вещь. Появилась очень важная статья, докладная даже. Это докладная действующего генерала ВВС, который сказал, что в 2025 году коммунистическо-бандитский Китай во главе с Синьцзепином, который разваливается сейчас, у них тяжелейшая финансово-экономическая ситуация, должен напасть на Тайвань. 2025 год, сейчас 2023, может даже раньше. Подумаем, да? И он заявил, что Штаты должны к этому готовиться. То есть, получается так, смотрите, в 2024 выборы, так? В Соединенных Штатах Америки. Соответственно, что получается? Получается, что штатам уже будет вот каждый месяц он как бы забирает силы и возможности для Украины. Более того, штаты должны сейчас все свои силы сосредотачивать в Тихоокеанском регионе. Все. Они могут Украину поддерживать в этом плане. Ну, не будем же наивны, дорогие мои, не будем. Украина может сама функционировать? Нет, не может. Что заявил сейчас Шольц опять? Он заявил, что он постоянно поддерживает контакты с Путиным и с ним говорит, с ним надо говорить, чтобы понимать ситуацию. Что делает Эрдоган? Все время общается с Путиным. Что заявил сейчас Макрон? Да, говорит, я тоже все время на контакте с Путиным. Тогда что получается? Получается ситуация для Украины удручающе плохая. Вот эти танки когда могут появиться? Они появятся в апреле месяце, в лучшем случае. Их же надо команды сделать, как экипажи и прочее. Когда ракеты будут и так далее. То есть необходимо срочный пересмотр всей системной ситуации, которая сейчас сложилась в Украине.
Плюс огромные потери, плюс развал финансово-экономической системы, плюс установление кланово-корпоративной группой Зеленского 95-й квартал Кривой Рог диктатуры в Украине, нарушение базовых статей Украинской Конституции. Вот я бы так вам охарактеризовал ситуацию. Ну и давайте делать выводы, делайте. Вы с Олегом Соскиным, подписывайтесь, поддерживайте Олега Юрьевича. Ну и до новых встреч.